Рад вас видеть, давно не виделись. Прежде всего, я был так рад узнать, что Чарли Шин с удовольствием посмотрел наш многосерийный фильм, да? И он был... Да. Что благодаря этому он попал в ваше шоу и хорошо отзывался о нашем фильме. О, ему очень понравилось, да. Ему очень понравилось. И да, знаете, опять же, было очень приятно видеть вас двоих вместе. Я ценю, что вы так хорошо обо мне отзывались. Конечно. И да, я хочу начать с Трампа. И где мы находимся, в 2025 году прошел почти год с момента его избрания. И, знаете, он получил мандат, я бы сказал, со всеми голосами колеблющихся штатов, с победой во всеобщем голосовании. Действительно, первый республиканец со времен Буша-старшего, получивший такой мандат. Как бы вы подытожили, скажем, первые 9 месяцев или вроде того его президентства с точки зрения оправдания ожиданий его избирателей? Ну, его избиратели в целом довольны им. По крайней мере, так показывают опросы. Я, знаете ли, как и все, сосредоточен на определенных вопросах. И с моей точки зрения, один из главных вопросов, на котором я сфокусирован, это война в Восточной Европе, которая, по моему мнению, потенциально может стать причиной Третьей мировой войны и ядерного уничтожения. Поэтому я думаю, что ставки высоки как никогда. И я хочу, чтобы это было разрешено таким образом, который будет полезен Соединенным Штатам, потому что в конечном счете я американец, и у меня много детей, и я хочу, чтобы они жили в процветающей стране. И я считаю, что этот конфликт может, знаете, в значительной степени определить их будущее. Я знаю, что большинство американцев так не считают, но я твердо убежден в этом. И этот конфликт не только не разрешен, но и разгорается. И меня это очень беспокоит. Знаете, все это очень сложно, но с моей точки зрения позволить Зеленскому, который не был переизбран и не имеет морального права чем-либо управлять, позволить ему вести переговоры было большой ошибкой. Да, я хочу немного подробнее остановиться на конфликте между Украиной и Россией. Но я также думаю, что и на внутреннем фронте есть много опасений со стороны сторонников МАГА, которые копались в файлах Эпштейна так. Мысль о том, что Трамп как бы отверг предположение о том, что у Джеффри Эпштейна были клиенты, которых он обслуживал через свою, знаете, педофильскую сеть торговли людьми. Факты, которые нам известны, что Эпштейн был связан с разведкой, как с ЦРУ, так и с Моссадом. Так много вопросов, верно, которые от нас скрывают. Почему, по-вашему, это до сих пор замалчивается? Что ж, позвольте мне сказать, что я в целом поддерживаю раскрытие информации. Я не считаю, что в демократическом государстве правительство имеет право брать деньги у народа, действовать от его имени, а затем лгать ему об этом и скрывать доказательства, что и происходит в Соединенных Штатах на протяжении нескольких поколений. Поэтому я за обнародование, например, досье по делу Джона Кеннеди, которое до сих пор не раскрыто. Кстати, я не думаю, что люди знают об этом. Я за раскрытие всей информации, которая не имеет прямого отношения к текущим операциям, связанным с национальной безопасностью. Это может быть все досье по событиям 11 сентября. Я хотел бы увидеть его полностью. Мы имеем право познакомиться с ним целиком. И в том числе с файлами правительства США по делу Эпштейна. Трамп убежден, что это похоже на его Russiagate, и что это замысловатая попытка демократов свергнуть его администрацию. Он в это верит. Он мне это говорил. Я не думаю, что это правда. Думаю, большинство людей, замешанных в деле Эпштейна, не голосовали за Дональда Трампа. Так что я просто искренне не согласен с этим. И я считаю, что это, знаете ли, представляет собой неправильный посыл всем избирателям Трампа. Знаете, судьба Америки не будет зависеть от файлов Эпштейна, но проявление усилий для добросовестного раскрытия информации действительно очень важно. Действительно очень важно для поддержания доверия. А если этого не делать, то доверие можно потерять. И тогда, безусловно, произойдет серьезная потеря доверия. И я без всякой причины, я думаю, если бы мы знали все об Эпштейне, то это не нанесло бы ущерб Дональду Трампу. Я думаю, это помогло бы Дональду Трампу. Верно. Но есть что-то помимо Трампа. Есть причины, по которой это так сильно замалчивалось раньше. Очевидно, демократами, например, администрацией Байдена. Верно. Ну, конечно, там много всего. Само собой, у него были связи с разведкой США, разведкой Израиля, разведкой Великобритании и, по-видимому, еще разведкой Франции. Так что да, конечно. Знаете, британская королевская семья, ну, этот человек, у этой истории много щупалец. И есть самые разные люди, которые не хотят, чтобы информация была раскрыта. Дело не только в Трампе, но Трамп сейчас у власти.
И я бы сказал публично то, что ему сказал напрямую, а именно, что я считаю это ошибкой. Мне кажется, вы неправильно это понимаете. Если вы раскроете всю эту информацию, то это поможет вам. Это поможет добиться справедливости, что куда важнее, чем когда кто-либо из нас по отдельности, понимаете, делает правильные вещи, говорит правду, следит за тем, чтобы виновные не были наказаны, а невиновные нет. Знаете, справедливость, как абстрактная цель, имеет огромное значение, а справедливости не добьешься с ложью и тайной. Так что нет, я думаю, символически. Я просто скажу, что, на мой взгляд, символически это очень серьезный вопрос, который не был решен должным образом. И это навредило администрации Трампа, и я огорчен этим. Еще один вопрос, помимо Эпштейна, на который сейчас набрасываются левые, это утрата, скажем так, свободы слова, когда речь идет о медиа, верно? Ну, конечно, мы можем позже поговорить о студенческих кампусах, но что касается СМИ, и вы, знаете, вы видели это во времена Байдена, нападки на свободу слова, когда речь шла об оспаривании результатов выборов 2020 года, сомнениях в происхождении ковид и безопасности вакцин, и никакого возмущения не было. Но когда Федеральная комиссия по связи, по-видимому, оказала давление на ABC и Disney, и они отстранили от эфира Джимми Киммела на неделю или около того, левые возмутились. Ну, по поводу свободы прессы. Вас беспокоит такое злоупотребление? Беспокоит ли это меня? Да, меня это сильно беспокоит. Меня не беспокоит Джимми Киммел, то есть его угасающая карьера, которая рушится из-за отсутствия таланта, но возрождается благодаря этому. У него все в порядке. Я беспокоюсь об оставшихся из нас, кто ведет все свои политические дискуссии онлайн в социальных сетях, такие как ABC, CB. Я знаю, что Барри Вайс сейчас управляет CBS так, чтобы, знаете, сделать его более дружелюбным к Израилю или что-то в этом роде. Кого это волнует? CBS это не имеет значения. Можно купить 10 CBS. Вот NBC 2. Это не имеет значения. Что имеет значение, так это Facebook, Google, TikTok и X. Вот что важно. И они подвергаются нападкам, они подвергаются жесткой цензуре. И это затрагивает не только Джимми Киммела, но и 350 миллионов других американцев, чье самое основное право человека, закрепленное в Конституции, в первой поправке Конституции, верно, ущемляется. И я думаю, что это ужасно. Лично меня это очень расстраивает, потому что многие люди, которых я считал союзниками в этом вопросе, так называемые правые, что бы это ни значило, я даже не знаю, что это означает сейчас, но люди, которые, как мне казалось, были на моей стороне, самыми первыми вскочили и сказали: «Нет, знаете, любой, кто критикует события в Газе, что бы там ни происходило». Я бы не назвал это войной, но убийство в Газе. Их нужно депортировать, или, знаете, им нужно... Знаете, мне запрещено выступать со сцены, потому что я подверг сомнению в очень мягкой форме действия израильского правительства. Чтобы меня поняли правильно, я никогда не был ненавистником Израиля. Я не ненавистник Израиля сейчас, и, вероятно, никогда им не буду. Я просто не хочу, чтобы нас втягивали в войну с Ираном. И я не хочу цензуры в своей стране. А израильское правительство продвигает и то, и другое. И только за то, что я это сказал, люди, которые, как я думал, были на моей стороне в вопросе о свободе слова, сказали что-то вроде: «Заткнись, вы больше никогда не должны этого слышать». Я потрясен этим. Я абсолютно потрясен этим. Наверное, мне не следовало бы быть в шоке от этого. Ведь, знаете, свобода слова предназначена не для имеющих власть, а в том и есть весь смысл. Это великий уравнитель. Знаете, у вас много денег, а у меня их нет. Но мы оба можем высказать свое мнение. И на каком-то базовом уровне это делает нас согражданами, братьями. У нас есть что-то общее и так далее. Но имеющие власть люди никогда не хотят, чтобы их критиковали. Они не хотят, чтобы критиковали их программы, поэтому они всегда выступают за цензуру. Все произошло так быстро. Все эти, знаете, Джош Хэммер, знаете, все эти люди, которые, казалось бы, были, по крайней мере, на вашей стороне, я не согласен с их взглядами на внешнюю политику. Но я думал, что мы на одной стороне в вопросах свободы слова. Нет, совсем нет. Как только они пришли к власти, они захотели, чтобы все, кто их критиковал, заткнулись. Меня это поразило. Давайте поговорим о том, что стоит за этим. Ведь вас теперь считают проснувшимся правым, верно? Этот термин появился в последние несколько лет. Наверное, потому что вы ставите под сомнение нашу неподдельную любовь к Израилю, независимо от того, что они делают, верно? И, как мы видели, они могут вести жестокую войну против Газы, они могут бомбить Катар, где у нас есть военные базы, и который, как вы знаете, вроде бы наш союзник. Они могут бомбить Ливан, по сути, ввязываться в очень опасную авантюру на Ближнем Востоке. И если вы это подвергаете сомнению, вас сразу же заклеймят как антисемита.
Что стоит за этим? Может, произраильское лобби? Вроде таких организаций, как Американо-Израильский комитет по общественным связям или Антидефамационная лига, которые действительно стремятся подвергнуть цензуре таких людей, как вы, которые ставят под сомнение это и, очевидно, как мы знаем, реально влияют на Конгресс и, возможно, даже на самого Трампа, убеждая их в том, что мы должны просто всеми силами поддерживать Израиль. Или есть еще что-то, чего мы здесь не видим? Ну, думаю, что желание цензурировать — это человеческое желание. Оно, знаете, оно гораздо больше, чем Израиль, неоконсерваторы или Америка. Оно просто есть в людях. Вы не хотите, чтобы вас критиковали. И если у вас есть власть, чтобы помешать людям критиковать вас, то возникает соблазн ею воспользоваться. Так что вот так все настолько просто. Но эта конкретная клеветническая кампания проводится израильским правительством. Ну, они достаточно открыто об этом заявляют и платят американцам за то, чтобы те занимали их позиции. Я не строю догадки. Это все внезапно стало достоянием общественности. Люди берут огромные деньги за то, чтобы повторять позиции иностранного правительства, что, как по мне, неправильно и не патриотично. А что касается нападок на меня, то они слишком глупы. Конечно, обо мне можно сказать нечто правдивое и нелестное. Я мог бы дать вам список своих недостатков, который будет длинным, но я однозначно не беру деньги у иностранного правительства. Я никогда этого не делал и никогда бы так не поступил. Я полная противоположность воукизма. Я отвергаю любую политику идентичности, включая израильскую. Я просто не верю в политику идентичности. Я не выступаю в поддержку, знаете ли, белых представителей епископальной церкви среднего возраста из Новой Англии, к которым я сам себя отношу. Я вижу мир иначе. Я христианин. Я вижу мир, надеюсь, каким его видит Бог, то есть миллиарды людей, каждый из которых — это личность с собственной душой, все созданные Богом. Я не воспринимаю мир сквозь призму групп. Я не испытываю лояльности какой-либо этнической группе. Так что я полная противоположность воукизму. И, конечно же, люди, которые обвиняют меня в этом, сами придерживаются взглядов воукизма. Ими буквально движет политика идентичности. И это феномен. Ну, я даже не злюсь из-за этого. Мне все равно, честно говоря, потому что это слишком глупо. Но это интересное явление, когда они обвиняют тебя именно в том, чем занимаются сами. Я помню, как Билл Кристал, с которым я работал много лет, и который, кстати, всегда мне нравился, должен сказать, тогда, когда Трамп появился на политической арене, и я начал его поддерживать, Билл Кристал решил, что я нацист, и обвинил меня в том, что я, цитирую, «выступаю за этногосударство», что был бы последним, чем я бы занялся. Это не мои взгляды. Если бы они были моими, я бы просто так и сказал, но это не так. Однако я действительно считаю, что Билл Кристал всю свою жизнь выступал за этногосударство. Израиль, который является этногосударством. Это не единственное этногосударство, но это этногосударство. Вот что это такое. Он всю жизнь выступал за него, ставя его выше интересов Америки, верно? И я подумал, как странно, что это мне говоришь ты. Это словно толстый ребенок называет других людей толстыми. Что такое? Кажется, Фрейд занимался этим. Есть описание этого феномена, но каждый раз это вызывает у меня удивление. Я что, беру деньги у иностранного правительства? Нет, на самом деле вы. Проекция. Это я воукист? Нет, это не я, это вы, да. Как проекция, верно. Проекция, да. Итак, вы работали на неоконсерватора. То есть Кристал был неоконсерватором. О, еще каким, еще Что вы думаете о том, что неоконсерваторы продвигают военную повестку? Особенно после 11 сентября. Если не до 11 сентября, когда показано в вашем документальном фильме, верно? И многие из этих неоконсерваторов, если не все, имеют двойное гражданство, израильское и американское. Так что в случае с Израилем речь идет буквально об иностранном влиянии. На очень важных постах в нашем правительстве, которое буквально продвигает программу бесконечной войны, да, против чего бы они ни задумали, против любой страны, на которую они нацелятся. И к этому моменту мы устранили почти все страны, которые они считали угрозой для Израиля. Так когда же вы осознали это влияние? Поскольку, опять же, вы ведь работали на Кристала. Так как же вы осознали силу этого неоконсервативного сионистского влияния, скажем так? Ну, я всегда осознавал силу и влияние, конечно. Я переехал в Вашингтон еще в старшей школе. Мой отец работал на правительстве, так что я часто сталкивался с этими вещами. Я часто сталкивался с политикой, работой правительства, спецслужб и всего такого с юных лет, но я не понимал этого. Я до сих пор не до конца это понимаю, но я, безусловно, пропитался этим. И я всегда знал, что с Израилем нельзя обращаться так же, как с любой другой страной. Нужно было как бы преклоняться перед ним, проявлять уважение и не говорить определенных вещей. В то время как, знаете, если Малави, Малайзия или Бельгия сделали бы что-то, то можно было бы просто сказать об этом. Но с Израилем так не пойдет. И так было всегда. И это было нормально.
Знаете, я не был таким уж... Я не особо задумывался об этом. На самом деле, мне все равно. Я люблю Израиль как страну, я люблю Иерусалим, это по-прежнему мой самый любимый город в мире, и всегда им будет, я его люблю. Я не был против Израиля как места, как страны, и я знаю людей в израильском правительстве, которые мне нравятся. Но со временем я начал понимать, что интересы Израиля и Америки, их интересы сильно различались. И, знаете ли, жить в условиях глобальной войны с терроризмом, господи, что? И, знаете, непосредственное наблюдение за происходящим реально изменило меня. И, конечно, война в Ираке полностью изменила меня. Я не очень хорошо понимал ситуацию, пока в декабре 2003-го не побывал в Ираке и не был потрясен катастрофой, которая там царила. И я заметил одну вещь. Многие из тех, кто принадлежит к неоконсерваторам, кстати, это не синоним слова «еврей», они вовсе не евреи. Кстати, Джон Болтон не еврей, но он такой же энтузиаст неоконсерватизма, как и все остальные. Но я общался со всеми этими людьми. Я хорошо их знал. Работал с ними и никогда не считал их умными. Никогда так не думал. Не понимаю, почему все говорят: «О, Кристал такой гений». Едва умеет писать. Он вовсе не гений. То есть у него IQ выше среднего, но он не гений. Он не умен. Боб Каган и вовсе идиот. Он учился в Йеле. Я думал, как такое вообще возможно? А Джон Болтон, он действительно глупый. По-настоящему. Просто неумный человек. Не читает книги. Я просто подумал, что это... Я знал об этом. Но когда я приехал в Ирак и увидел мир, который они создали, то понял, что это мир, созданный глупыми людьми, неразумными людьми, которые не имеют представления о том, что творят. Так что для меня радикальным фактором стала их некомпетентность. Потому что люди всегда говорят, что, мол, Билл Кристал — это мозг Дэна Куэйла. Я почти уверен, что Дэн Куэйл умнее Билла Кристала. Знаете, у Билла Кристала была колонка в Нью-Йорк Таймс. Но они ее закрыли, потому что он не мог написать ее. Потому что он слишком тупой, чтобы написать статью на 750 слов. Он был довольно глупый. Это напоминает мне о многих академических проблемах, да? Когда вы учитесь, например, в университете Лиги Плюща, и вы теоретизируете. Ну, знаете, терроризм вызван факторами X, Y и Z. И вы такие сидите здесь в классе, читаете книги, занимаетесь теоретическими вопросами. Так поезжайте туда, поезжайте в страну, проведите там некоторое время. И в этой связи я бы хотел затронуть тему 11 сентября, потому что, очевидно, мы говорили о стремлении неоконсерваторов к конфликту. Знаете, с этими странами. Мы вторглись в Ирак, Афганистан, Сирию, Ливию и другие страны. Но на самом деле уже было много информации о том, что террористический акт может случиться. Уже были предупреждения. Я был в Сомалиленде летом 2001 года. Это был июль. Мы были, знаете, в Сомалиленде, что по сути Сомали, но это было до того, как он стал независимым государством. И посольство предупреждало нас о террористических атаках, что существует, по сути, угроза террористических атак. И было известно, что эти предупреждения распространялись, знаете, по всем посольствам. Так что мы видели все это еще в июле. Ого! И это, опять же, частично указывает на то, что что-то назревало, и наши спецслужбы абсолютно точно знали об этом. И не только наши. Как вы увидите в документальном фильме, иностранные спецслужбы тоже знали об этом. Так что, по вашему мнению, каковы наиболее значимые признаки того, что за этим стоял заговор более масштабный, чем заговор Усамы бен Ладена и его сети джихадистов? Ну, их было несколько. Во-первых, ЦРУ явно обладала информацией. Я имею в виду, что Джон Бреннан был начальником представительства в Эр-Рияде, когда 13 из 19 угонщиков получили визы для въезда в Соединенные Штаты. А позже он, конечно, стал директором ЦРУ. ЦРУ следила за группой этих парней по всему миру, а затем и в Соединенных Штатах, и продолжала следить за ними в Соединенных Штатах. Они не сообщили об этом ФБР, и это хорошо известно. Моссад знал, что они были там. Также следил за некоторыми из этих парней, по крайней мере, за несколькими из них. Теперь о том, что им было известно. У меня нет доступа к их базам данных, поэтому я не знаю. Я не могу сказать наверняка. Но они знали, что эти парни были плохими людьми. Они знали, что они были здесь. Они знали, что те были намерены совершить акты насилия в Соединенных Штатах. Знали ли они, что те собираются совершить теракт 11 сентября? Опять же, я не знаю. Очевидно, что израильтяне что-то знали, потому что несколько из них были арестованы 11 сентября за то, что снимали на видео падение башен и праздновали. И это не догадка, это показано в допросах ФБР. Так что это не антисемитизм. Евреи тут ни при чем. Это разведывательная служба иностранного государства в нашей стране.
И в этом заключается часть проблемы всей этой темы. Язык был настолько искажен и узурпирован, что вы чувствуете, что знаете, если вы, как и я, стремитесь не испытывать ненависти какой-либо группе людей, я действительно привержен этому как христианин, и у вас есть миллион друзей-евреев, люди, которые вы любите, тоже евреи, и вы такие, я не хочу никого обидеть. Вы просто должны помнить, нет, я из Америки, я родился здесь, это моя страна, я избиратель, я гражданин, я налогоплательщик. Если иностранное государство посылает свою разведку на мою территорию и делает вещи, которые мне не помогают, я имею право не любить это и говорить об этом. Это не нападки на какую-либо группу. Это критика иностранного государства. Так или иначе, отчасти это просто освобождение своего разума от этих лживых утверждений. Так что все это является доказательством, неопровержимым доказательством того, что они знали, что эти парни что-то замышляют. Для меня самым убедительным и действительно самым шокирующим доказательством является то, что это произошло публично, на финансовых рынках, на публичных фондовых рынках, где кто-то сделал ставку против двух авиакомпаний, United и American, чьи самолеты были захвачены в тот день, и против банков, которые находились в башнях-близнецах, которые были разрушены в тот день. И они сделали это прямо перед 11 сентября. Так что тот, кто это сделал, заранее знал об 11 сентября, как будто имел детальную информацию об 11 сентября. Так что мы никогда не узнаем, кто это был. О, но мы знаем, кто это был. На самом деле ФБР выяснила и заявила, что она узнала, кто это был, но так и не раскрыла имя этого инвестора или инвесторов. И возникает вопрос, на каком основании можно хранить такую тайну? Где этот человек? Где эти люди? Можно ли спросить их, откуда вы знали, что произойдет 11 сентября? Ну, объясните мне это. Говорите медленнее, чтобы я мог понять. Но они этого не сделали, и поэтому я заинтересован в том, чтобы заставить людей по-новому взглянуть на эту ситуацию, задавая в первую очередь вопрос, кто нам скажет, кто эти люди? Потому что это должна быть нить, которая покажет более широкую картину. Конечно, и опять же, я зациклен на этом, потому что это не какие-то догадки, это публично подтвержденные характеристики. Так что нам не нужно, знаете ли, это не что-то из дарк-веба, это не что-то вроде предсказания, это как... Это произошло на Нью-Йоркской фондовой бирже. И в любом случае можно было бы ответить на эти вопросы примерно за 4 минуты. Да, и опять же мы знаем о сотрудничестве. Люди думают, о, это же так неправдоподобно, что саудовская разведка сотрудничает с израильтянами, с Америкой. Нет. Но знаете что, мы же в 80-х годах с помощью той же банды руководили джихадистами в Афганистане, так? Конечно, это повседневная реальность, в том числе и сейчас. То есть разведки сотрудничают друг с другом, даже враждебные спецслужбы работают вместе. Всевозможные вражеские лидеры, которые, если смотреть NBC News, являются заклятыми врагами, на самом деле сейчас находятся в контакте с ЦРУ. Я это знаю. Верно, верно. Так что мир очень сложен, и это банально, но тем не менее это правда. Он настолько сложен, и сети настолько неожиданны в своей сложности. Я просто заметил за уже прожитые годы, что людям трудно поверить в это. Мол, подождите, я думал, что саудовцы антисемиты, они могут сотрудничать с Моссадом. И ты такой, да ладно тебе, да ладно, сынок. Да, и по этому поводу, знаете, у вас есть отличный многосерийный фильм об 11 сентября, который опубликован в вашем сервисе. Я всем очень рекомендую его посмотреть, потому что это отличное погружение в факты, в нераскрытые элементы на 2,5 часа. То есть, конечно, там нет разгадки. Это как с Джоном Кеннеди. Это за пределами нашего. Именно. То есть, пока настоящие высокопоставленные люди не начнут публиковать мемуары, мы не узнаем, как на самом деле все это работает, верно? Но можно с уверенностью сказать, что все это произошло не так, как нам пытались представить. Да. И что касается этого, Чарли Кирк был вашим другом, я знаю, и... Да. И в этой истории, по сути, идет борьба за то, чтобы выяснить, кто на самом деле его убил. Вы верите в то, что существовал заговор с целью убийства Чарли? Я не знаю. У меня, кстати, много вопросов по этому поводу. Нет никаких доказательств того, что, знаете ли, какая-то группа это сделала. Сегодняшний день, кажется, 8 октября. Знаете ли, я ничего не знаю о том, что было сделано через интернет. Так что я просто скажу, на что я бы обратил внимание. Я не знаю, обращали ли на это внимание, что, на мой взгляд, странно, но первое, на что я обратил внимание, это был мужчина по фамилии Зин, который был в толпе. Он вскочил и начал кричать: «Я сделал это! Я сделал! Я сделал это!» А потом, по-видимому, рассказал людям в больнице, что ему заплатили за это. Это правда? Что это было? Кто такой этот мужчина? Думаю, стоит хорошенько потянуть за эту ниточку. Может, здесь ничего особенного, а может, он просто человек с ментальными проблемами, у которого случайно нашли детскую порнографию на компьютере. Теперь мы не можем с ним поговорить, потому что он за решеткой. Окей? Кстати, я должен уточнить, что речь идет именно о детской порнографии, и я категорически против нее.
Кстати, я против любой порнографии и OnlyFans. Терпеть не могу все это. Так что я не защищаю порнографию. Но я, конечно же, замечаю, что у любого, кто вступает в конфликт со спецслужбами, в конечном итоге находит на компьютере детскую порнографию, верно? Это тема, над которой шутят люди в Вашингтоне. Так что как только они нашли детскую порнографию, я сразу же подумал: о, подождите-ка. Окей, я могу ошибаться. Я не, знаете, но нам нужно знать, что это было. Во-вторых, в соцсети X было несколько человек, которые предсказывали стрельбу. Один аккаунт на X сказал, знаете, или, по крайней мере, два, что 10 сентября Чарли Кирк встретится со своим создателем в Юте. Что-то в этом роде. Что это будет большой день для Чарли Кирка. Мол, не хотел бы я быть Чарли, или что-то типа того. Очевидно, они заранее знали об этом. Кто эти люди? Допрашивала ли их ФБР? Я не могу получить четкого ответа на этот вопрос, что очень странно. Третье, что, на мой взгляд, нам нужно узнать, как этот парень стал радикалом. Если вы скажете мне, что он был стрелком-одиночкой, что, возможно, так и было, я не знаю. Я готов поверить, что он нажал на курок или имел оружие и находился на крыше, но как он стал радикалом? Ведь нужно многое, чтобы человек, знаете, 24-летний парень, живущий обычной жизнью, стал убивать незнакомца из мощной винтовки. Как это? Что это? Как это произошло? На каких основаниях? Был ли он... Что его радикализировало? Как это произошло? Расскажите мне эту историю. And no one's bothered to explain. And then, all the anomalies in the timeline. Я буквально не имею ни малейшего представления, и никто не удосуживается объяснить. А потом, знаете, все эти аномалии в хронологии, которые реальны, но, возможно, легко объяснимы, я не знаю. Суть в том, что никто не объяснил это связано. И я говорил это многим людям, занимающим руководящие должности. Например, если вы злитесь на Кэндис из-за того, что она озвучивает то, что вы считаете ложью, то, возможно, это ваша вина. Возможно, вы создали здесь вакуум, который заполнился новыми теориями, как будто так устроен мир. Поэтому я считаю, что находящиеся у власти люди должны рассказать нам, что произошло. А они, знаете ли, говорят, мол, ну и что? И последнее, что я хочу сказать. Я никогда не видел ничего подобного. Я никогда раньше не сталкивался с таким. Обычно, когда происходит что-то подобное, федералы тут как тут. Через свои медиаканалы повсюду рассказывают, как это произошло и почему. Знаете, они пытаются контролировать историю. Я этого здесь не вижу. Я не говорю, что это плохо, но это определенно странно или необычно. Я никогда такого не видел. Так что люди имеют полное право задаваться вопросом, что, черт возьми, произошло. Это было серьезное событие. Он был моим хорошим другом. Для меня это еще и личное. Я действительно не говорил об этом, но меня это расстраивает. Но даже если бы я не был с ним знаком, я бы так же себя чувствовал, потому что это моя страна, и властям платят за то, чтобы исправить это. Да. Чтобы добыть факты, довести их до сведения общественности, представить их в суде и добиться справедливости. Это их работа, и поэтому мы должны злиться. Если есть на кого здесь злиться, или есть на кого давить, знаете, вежливо, мягко, но настойчиво. Это власть, это правоохранительные органы, как штаты, так и федеральные, верно? Я имею в виду... Все начинается с криминалистики. Знаете, я только что снял документальный фильм «Наследие Роберта Ф. Кеннеди» об убийстве Роберта Кеннеди-старшего. И криминалистическая экспертиза не сходится во мнениях по этому делу. Она указывает, что он был застрелен сзади, с очень близкого расстояния. А Сирхан, который признался в его убийстве, ничего не помнит. Так? И здесь мы знаем, что его, по сути, принудили к судебному преследованию в этом деле, потому что его сознание находилось под контролем. Знаете, все думают, что Сирхан убил его, но если посмотреть на криминалистическую экспертизу, то становится ясно, что Сирхан не мог его убить. То же самое, я думаю, с Чарли Кирком, верно? Нужно изучить результаты судебной экспертизы. Там есть патрон 3006. Серьезно? То есть он просто застрял в его шее, потому что этот человек из стали? Или там есть что-то еще? И судебная экспертиза, знаете, к сожалению, я не знаю. Я не знаю. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, это то, что я по натуре очень скептичный человек. Это моя работа. Я много стреляю, в том числе из 3006 и из других калибров. Единственное, что я скажу, нет, это нелогично. 3006 — это действительно страшный большой патрон. Это патрон для охоты на оленей, это армейский патрон. Однако за эти годы я видел, как пули делали действительно странные вещи. Верно. Так что если говорить о значении Чарли и о том, почему он был, как мне кажется, если он был убит в результате заговора, как и Роберт Ф. Кеннеди-старший, Роберт Ф. Кеннеди-старший был противником войны, так ведь? Чарли был противником войны. Он объяснял Трампу, почему война с Ираном не пользуется популярностью среди молодежи в Америке, так ведь? И он действительно консультировал
его по этому поводу. Теперь мы слышим, как Нетаньяху говорит, что у Ирана вот-вот появятся межконтинентальные ракеты. Точно так же, как мы слышали об Ираке в 2002-2003 годах, что у Ирака вот-вот появятся эти ракеты, которые ударят по Америке. Не считаете ли вы, что нас сейчас втягивают в войну с Ираном, и что, возможно, причина, по которой Трамп занимает жесткую позицию по отношению к России, заключается в том, чтобы сказать: «Слушай, Россия, не лезь в это, мы собираемся воевать здесь». Что ж, мы всегда находимся на грани того, чтобы нас втянули в любую войну, которую Израиль хочет, чтобы мы вели от его имени. Это не их вина. Это наша вина. Это вина нашего Конгресса и нашего руководства. Я имею в виду, что у Израиля есть свои собственные цели. Я не согласен с этими целями, но это не моя страна. Вот это моя страна. И поэтому, если мои лидеры бездумно соглашаются с любым планом, который предлагает какая-то другая страна, то это измена. И я надеюсь, что они будут за это наказаны. Я серьезно. Так что да, но Израиль всегда пытается втянуть нас в какую-нибудь войну, постоянно, и заставить нас за это платить и рисковать жизнями наших людей. И это происходит, как вы знаете, уже много лет. Так что да, об этом известно. Я не думаю, что с политической точки зрения это можно продать на данном этапе. Я просто не думаю, что какой-либо американский лидер может обратиться к американскому народу и сказать: да, действительно, Иран наша самая большая угроза. Серьезно? Сегодня утром цена на золото превысила $4000 за унцию. Она составляет $4056 за унцию. Что это значит? Это новая мировая резервная валюта, это золото, это не доллар США, это золото. Так что, чувак, вот это чрезвычайная ситуация, когда золото стоит $4000 за унцию. Что, черт возьми, происходит? Только не говорите мне, что Иран представляет наибольшую угрозу. Насколько мне известно, за всю мою жизнь на американской земле не было ни одного террористического акта, совершенного шиитами. Если и были, то я их пропустил. Это не самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся. Так что заткнитесь. Я просто не думаю, что кто-то может с серьезным лицом утверждать это в данный момент. А вы? Нет, и я не понимаю, почему в то же время Трамп ведет себя агрессивно по отношению к России, говоря, знаете, публикуя, кажется, в Truth Social: да, Украина может выиграть эту войну при поддержке НАТО. Они не могут выиграть эту войну. Все, что из-за нее происходит, разрушает Европу. Она уже разрушила Украину, которая, кстати, перестанет быть нацией. Зеленский, они изменили закон в Украине, чтобы иностранцы могли покупать сельскохозяйственные земли. Они могут покупать землю Украины. Мужское население страны было уничтожено. Они собираются заселить ее мигрантами из стран третьего мира, и Украины больше не будет. И я действительно думаю, что таков и был план, если честно. Что это такое? Идея заключалась в том, что нельзя... я не хочу строить догадки, но я действительно считаю, что это самое печальное, что я видел за пределами своей страны. То, что произошло с Украиной. И я это серьезно. Почему Трамп по-прежнему продает оружие? Ведь у него сейчас есть возможность навязать мирное соглашение, поскольку мы являемся главным поставщиком оружия. Европа же не будет продавать оружие. Они говорят о поддержке войны, но у них нет на это бюджета. Так почему же Трамп позволяет этому продолжаться? Посмотрите на соотношение долга к ВВП в некоторых из этих европейских стран. Европа... Я провел много времени в Европе. Я люблю европейскую семью, я люблю Европу. О, вы знаете, мои предки были оттуда. Окей, значит, я за Европу, но Европа разваливается на глазах. Разваливается она потому, что те же люди, те же идеи, которые втянули нас в эту войну с Россией, доминировали в Европе в течение 80 лет. И это полностью разрушило ее. Понимаете, после 1000 лет создания этой невероятно сложной и прекрасной культуры, величайшей из всех, что когда-либо видел мир, эта христианская цивилизация была полностью разрушена за 100 лет. И мне от этого безумно грустно. Но нет, с практической точки зрения нет, конечно, они не победят Россию. Россия, как вы знаете, это промышленная держава, держава с ресурсами, а также близкий военный союзник Китая на данном этапе. Ну, это шутка. Это, конечно, шутка. Конечно, они не победят Россию. Все, что они могут сделать, так это уничтожить себя и весь мир из-за обмена ядерными ударами. Так что это безумие. Я не знаю, кто за этим стоит. Знаете, меня это очень расстраивает, потому что я считаю это ужасным для всего мира и особенно ужасным для Соединенных Штатов. Это можно исправить. Знаете, они делают вид, что Крым сейчас находится в составе Украины, они хотят вернуть Крым. Это ребячество. Я не могу с этим согласиться. Это слишком глупо и слишком безрассудно. Это так безрассудно. Это... Да, в любом случае у меня достаточно прилагательных, но я действительно очень огорчен этим. И я думаю, что большинство людей уже прошли ту стадию, когда тебя называют марионеткой Путина. Да кому какое дело? Заткнись. Кого это волнует? Мне все равно, что вы обо мне думаете. Я работаю на Катар, на Путина, ладно. Так получилось, что мне очень нравится Россия. И раз уж на то пошло,
пошло, мне очень нравится и Катар. Но ни одна из этих стран не нравится мне так сильно, как Соединенные Штаты. И в этом-то вся суть. Знаете, что касается вашего мнения о России? Мне интересно, вот когда вы ездили туда, чтобы взять интервью у Путина, и провели некоторое время в России, изменилось ли что-то в вашем мировоззрении после встречи с Путиным? Появилось ли у вас новое понимание его взглядов на мир, его точки зрения на историю и отношения России с Западом? О, конечно, да. И совсем не так, как я ожидал. То есть, мне кажется, что Путину на самом деле нравится Запад. Я думаю, что Путин, вероятно, любит Запад больше, чем, знаете, любой, кто потенциально мог бы заменить Путина. Это точно. И знаете, ведь он провел свою молодость в Германии, в Восточной Германии, будучи офицером КГБ. Но, вероятно, как мне показалось, он смотрел по другую сторону стены и думал: о, красивые девушки, ночные клубы. Мне бы тоже хотелось что-нибудь такого. Ну, я, знаете, дело в том, посмотрите, Путин, это не моя страна, это не мой язык, это не моя культура. Есть много вещей в России, которые я не понимаю. Но на первый взгляд Россия прекрасная, цивилизованная, христианская. Знаете, это древняя культура, впечатляющая культура. Я всегда любил русскую литературу. У меня здесь собака лает. Иди сюда, извините. В Мэне сейчас сезон птицы, собаки такие. Когда мы пойдем охотиться за птицами, но мне нужно работать, поэтому... Это удивительное место. Но знаете, я всю жизнь много путешествовал, поэтому всегда понимал, что каждая страна видит мир через собственную линзу, через призму своих интересов. И вот российская... Я не был удивлен, когда узнал, что точка зрения России, точка зрения Путина, она очень российская. Конечно, это так. Так и должно быть. Кстати, он самый популярный лидер в мире с большим отрывом. То есть, если вы путешествуете, вы знаете, вы не... Допустим, вы находитесь в Западной Европе, Канаде, в англоязычном мире, за пределами англоязычного мира, в Азии, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе. Вы не встретите никого, кому бы не нравился Путин. Путин словно всемирная знаменитость. А я не... Знаете, это будто бы стыдно говорить. Просто я много путешествую, и я знаю. Так почему же так? Потому что Путин во многом поставил интересы своей страны выше своих собственных, в отличие от западных лидеров, по сравнению с показателями на 2000 год. Да, пожалуйста. Это нельзя сравнивать с Россией 90-х годов, с самоубийствами, СПИДом, наркоманией, экономикой в упадке и олигархами у власти. А сегодня, как вы сказали, когда вы идете по улицам, Москва или Санкт-Петербург похожи на классические европейские города. И там все так и есть. Но они говорят, что Россия вот-вот рухнет. И это, опять же, пропагандистский ход, который продвигает Запад, который говорит: «Эй, если мы продолжим воевать в Украине...» Подождите, Шон. Я просто хочу сказать, что когда вы только что описывали Россию 90-х, я подумал, что это очень похоже на то, где я живу сейчас. Я действительно считаю, что страны и цивилизации проходят через циклы, и мы, безусловно, находимся в фазе спада. И не только Запад, а весь промышленно развитый мир. Южная Корея совершает самоубийство. Да. Знаете, так вот, в Канаде убивают своих собственных граждан. Знаете, в рамках программы MADE, я имею в виду, это сейчас происходит очень открыто. Поэтому я думаю, что в некотором смысле Россия является вдохновляющим примером для всех нас. Потому что, знаете, всего 25 лет назад и теперь, что бы вы ни думали о России, это процветающая страна с чувством собственного достоинства и целеустремленностью. И все показатели, я думаю, это подтверждают. Так что, как говорится, можно выйти из этого штопора, но мы сейчас находимся в штопоре. Да, да. И, пожалуй, последний вопрос. Верите ли вы в искренность лозунга Трампа «Сделаем Америку снова великой»? Реально ли это возможно, пока он у власти? Есть ли у нас шанс избежать этого национального самоубийства? Да, у нас есть выход из этой ситуации. Абсолютно, абсолютно. И дело не в том... Знаете, Трамп не управляет правительством в одиночку. Я знаю некоторых людей, которые управляют правительством. Конечно, не всех, но некоторых из них я знаю очень хорошо, на личном уровне, на уровне «можешь остаться у меня дома». И это очень искренние люди. Есть и неискренние люди, и я думаю, что очевидно, кто это такие. Но есть и по-настоящему искренние, и бескорыстные, альтруистичные люди. В Соединенных Штатах таких людей становится все меньше, а ведь в Америке моей молодости было много альтруизма. Например, я делаю это, потому что это хорошо для всех, а не обязательно для меня. И я думаю, что с тех пор, как страна стала олигархией, с тех пор, как Билл Экман взял власть в свои руки, этот дух исчез.
Но он продолжает жить в некоторых людях. И они занимают несколько ключевых постов в Белом доме. И я очень благодарен этому. Так что да, конечно, есть возможность сделать все гораздо лучше. Намного, намного лучше, чтобы остановить падение. Для чего, конечно, потребуется религиозное возрождение. Потому что главные проблемы в человеческих жизнях не внешние, а внутренние. Они связаны с тем, что в вашем сердце. И знаете, в России произошло духовное возрождение. Это одна из причин, по которой Запад так ее ненавидит. Они хотят уничтожить ее, потому что это христианская страна. И это первое, что они сделали, когда захватили Украину. Первым делом они запретили церковь, понимаете, чтобы превратить страну в еще один тренировочный полигон Запада. И я понимаю это. Это духовная борьба. И, кстати, это одна из причин, по которой они ненавидят Персидский залив. Как вы знаете, я христианин, конечно, Персидский залив, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, 6 стран Персидского залива, они мусульманские. Вы знаете, их теократия, действительно, но они процветают, потому что у них есть духовная основа. Таково мое мнение. Я думаю, что дело не только в нефти. Экваториальная Гвинея не процветает, хотя там много нефти. Венесуэла не процветает, но страны Персидского залива процветают. Почему? Потому что они основаны на вере в Бога. И, конечно, именно это нужно для спасения нашей страны. Да, хорошо сказано. Спасибо, Такер, спасибо, что уделили мне время. Я знаю, что вас ждут, так что... Спасибо. Спасибо.